Всем привет из Сочи. У нас сегодня жарко, гуляют, правда, тучки, но это не самое главное. Самое главное, что у меня в новиночке в горшке вот так вот много-много корешочков. Вот от этой фирмы. И это, конечно, моя долгожданная Джулия. Очень хотела сильно этот сорт. Вот он наконец-таки у меня есть. Правда, немножко не обошлось. Сейчас поверну, покажу. Вот здесь вот немножко корешочки все-таки ухитрились. Не знаю, что с ними. Или подмерзли, или подпрели от жары. Потому что реально очень жарко. Перевозилась, видимо, в машине. И вот здесь, видите, бутоны. Часть бутонов, конечно, отпадет. Я уже поняла. Ну, что делать? Что делать? Сейчас буду заниматься этой орхидейкой. Вытащу и покажу, что у нас там есть. Достала свою красоту из упаковки. Орхидейка, конечно, очень красивая. Жалко, конечно, что часть бутонов пойдут в минус. Но цветоносиков много. Вот, так что будем рассчитывать, что все-таки здесь даже вот какая-то небольшая мутация с окраской. Будем рассчитывать, что все будет хорошо. Немножечко меня смущает цвет листика, но может быть вполне допускаю, что просто долго была в темноте. Ну, ветерок поднялся. Вот здесь часть корней мне, конечно, не нравится. Видите, они непонятно какие. Сейчас буду это все очищать, убирать. Не буду вам... Ой, вот ветер. Ай-яй-яй. Не буду показывать полную пересадку. Вот. Единственное могу сказать, что вот видите, там вроде как есть две деточки. Это тоже радует, когда есть деточки. И сейчас я все-таки... Не стоит она вообще. Сейчас начну ее доставать из горшочка. Из горшка не смогла вытащить свою красотку, много корней. Сейчас замочу ее немножко в водичке, вытащу и потом буду разбираться, что там у нас и как. Вот такая красоточка. Вот, сбежала в тенечек. Там очень жарко. Ну, конечно, здесь есть стаканчик. Но он так врос между корней. Корневая хорошая, корней много. Сильно тормошить не буду. Перевалю в больший стаканчик. Но сейчас все-таки я вытащу как-нибудь. Аккуратненько подвытащу. Вот там вот этот торфяной стаканчик. Как у меня хорошо птички поют, да? Прям прелесть. Ну вот, я вытащила стаканчик. Он, конечно, был очень глубоко в корнях. Вот там стаканчик, вот остатки стаканчика. Остальные я уже просто в клумбу выкинула. У меня вот там вот так красиво поют птички. Но роза уже доцветает. Вот, ладно, вернемся обратно. Вот видите, стаканчика нет. Корни все просмотрела. Часть листьев, вот здесь вот часть уже сняла. Сейчас еще вот с этой стороны уберу еще один листик. Обязательно. И пойду ее обрабатывать. Обрабатывать от живности, от всего плохого. Вот так у меня получилось после пересадки. Я уже говорила, что я ее взяла. Вот эти бутончики уже были подсушенные. Но будем надеяться, что, может быть, какие-то новые полезут. Вот здесь вот один есть живой бутончик. Не знаю, посмотрим. На этой кисточке. Вот этот вот лопнул у меня уже маленький. Пока будем надеяться, что он тоже дойдет до хорошего размера. Вот такая красотка. Но все равно она красотка. Очень замечательная. С ароматом.
такая лапочка. Не меленькая совсем. В принципе, при компактной розетке. Вот так вот я ее посадила. Вот. Не стала заглублять. Внизу сняла по несколько листиков, которые детки были. Ну, не детки, а детские листья. И вот здесь вот есть две деточки, но они маленькие, не знаю, будут развиваться или нет. Она пока, видите, еще цветет. И вот здесь вот еще бутончик хорошенький. Может быть, что-то с него и получится. Корней, в принципе, достаточно. Единственное, немножко вот она светлая. Ну, посмотрим. Может быть, если она за пару дней приобретет, не знаю. Или она все-таки немножко ухитрилась как-то подпортиться. Но будем надеяться, что все будет хорошо. Вот такая красота. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. А я буду вам показывать все больше и больше вот такой красоты, которая у меня есть. Это вот вообще с какой-то полосочкой на одном цветоносе. И самое интересное, что, смотрите, эта полосочка закрепилась и на втором цветоносе. Вернее, не на цветоносе, а на цветочке. Вот эти бутоны, если подкрылись, интересно было посмотреть. Вот иногда какие-то бывают такие вот мутации, вроде небольшие, но они как-то вот достаточно стойкие. Ладно, всем пока-пока, хорошего настроения, крепкого здоровья, ставьте лайки, подписывайтесь, оставайтесь со мной, всегда рада всем своим гостям и знакомым. Пока-пока.